Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео мы уделим внимание кухне и поговорим о том, какой должна быть кухня, что у вас должно быть на кухне, чтобы привлекать деньги, изобилие, достаток и благополучие. После просмотра этого видео большая ко всем просьба сделать ревизию и посмотрите, пожалуйста, что вам нужно убрать, а что наоборот добавить. Итак, давайте разбираться. Вы знаете, кухня – это одно из самых важных мест в доме. И от того, как у вас на ней, что и где расположено, зависит и ваш достаток в доме. К тому, какие предметы должны находиться на кухне, а какие нет, нужно относиться серьезно. Почему? Потому что от этого зависит, либо вы притянете положительную энергетику в ваш дом, либо отрицательную. На кухне должен постоянно соблюдаться порядок, и тогда это приведет к процветанию в семье и притянет светлую и положительную энергетику в дом. Если кухня в вашем доме красивая, чистая, это принесет к вам в дом только достаток, благополучие и хорошее настроение. Кухня – это гордость любой хозяйки, вы сами об этом знаете, но если вы не будете содержать в порядке, то вы тем самым будете притягивать к себе негатив, так как люди, зайдя в ваш дом и глядя на вашу кухню, будут испытывать неприятные ощущения и тем самым посылать к вам негативную энергетику. А вы, находясь на кухне, большую часть своего времени будете ее подбирать в себя. Если, заходя в ваш дом, люди сразу натыкаются на кухню, лучше держать дверь всегда закрытой. И вот такое расположение кухни негативно будет сказываться на вашем бюджете и, к сожалению, будет притягивать взгляды, нарушая ее энергетику. Поэтому энергия должна постоянно циркулировать по кухне. Для этого нужно стараться как можно чаще открывать окна на кухне, делать пару взмахов руками и проговаривать обязательно следующие волшебные слова. Негативную, застоявшуюся энергию в окно выгоняю, положительную в дом зайти приглашаю. Кухня не должна быть заставлена, на ней должно быть место для того, чтобы энергия могла передвигаться и ни в коем случае не стоять на месте. Также кухня должна хорошо освещаться, быть светлой и комфортной. Яркие цвета не должны присутствовать на ней, а преобладать только светлые тона, которые имеют особенность притягивать положительную энергетику. Лучше, когда мебель будет белого цвета или светлая. Это также будет притягивать положительную энергетику в ваш дом. Краны и вся техника на кухне должны быть исправны, так как это влияет на энергетику денег, и если есть неисправности, деньги к вам точно не придут. На обеденном столе оставляйте всегда посудину, которая будет наполнена медом. Это притянет в ваш дом достаток и благополучие. Также для положительной энергетики на стол можете ставить цветы, фрукты, но только если, обращайте внимание, если цветы начинают вянуть, а фрукты портятся, сразу же избавляйтесь от них, так как они лежат на таком сакральном месте, как стол, и они очень быстро начнут притягивать к вам негатив. Бывает так, что люди не едят фрукты, потому что у кого-то аллергия, кто-то не любит и так далее. Что же в таком случае делать? Так, в таком случае обязательно у вас должна быть небольшая фруктовница, но в этой фруктовнице должны быть обязательно фрукты. Например, те же апельсины. Обязательно смотрите, чтобы были желтые и красные яблоки, например. Апельсины, мандарины, груши. И не обязательно прямо, чтобы по пару килограмм. Возможно быть символически по одной буквально. Но пересматривайте время от времени, чтобы они не портились. Если видите, что начинают портиться, начинают протухать и начинают гнить, сразу выбрасывайте. И заново постарайтесь обновлять. Таким образом, у вас будет происходить постоянно циркуляция, и вы тем самым будете показывать Вселенной, высшим силам, что вы
привлекаете в свой дом, в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Также старайтесь как можно чаще есть фрукты. И когда к вам приходят в гости, вы также старайтесь и угощать гостей. Бывает так, что гости не хотят, например, когда вот они, допустим, апельсины, мандарины, не хотят руки пачкать. В таком случае проявите инициативу и обязательно угостите апельсинами, мандаринами. Это, конечно же, в зимний период. В летний период в наших регионах, как правило, не найдешь экзотические фрукты. В таком случае берем яблоки наши, груши используем. Возможно, какие-то вы любите еще и другие фрукты, но обязательно фрукты старайтесь использовать на кухне. Также обращаю ваше внимание, что на кухне, на подоконнике поставить нужно обязательно цветок, именно в горшке, который будет притягивать положительную энергетику в дом. И возле него также постарайтесь разместить денежный амулет. И они будут только подпитывать положительную энергетику дома. Но если вы видите, что цветок начинает вянуть, гибнуть, листочки начинают быть сухими, так, например, да, желтеют, начинают болеть, убирайте с кухни. На вашей кухне и вообще в вашем доме всегда должны быть живые растения, но они должны быть обязательно здоровые. Поэтому когда вы, вот бывает так, что вы ходите в магазины, выбираете какие-то растения, вам очень понравились, но увидите, что на по распродаже где-то такое вяленькое уже, больное, не спешите покупать. Купите лучше красивое растение, здоровое растение, потому что именно это растение и будет вот притягивать все то мыслимое и немыслимое в вашу жизнь. Бывает так, что с растением все в порядке, и в один день вы замечаете, что раз, и оно то изнутри сгнило, или еще какая-то проблема произошла, выбрасывайте вместе с горшком. Да, неприятно, но не стоит расстраиваться, потому что таким образом так растение взяло на себя определенную энергетику, и, соответственно, вы должны наоборот его поблагодарить. Обращаем ваше внимание, что в некоторых местах в мебели, под мебелью и на мебели вы можете разложить листочки мяты. Кстати, очень здорово, если вы будете выращивать у себя на балконе или у себя на кухне мяту в горшочках. Не стоит, это очень, кстати, хорошо и пить чай с мятом, но если вы не любите, то хотя бы, чтобы у вас на кухне росла мята. Буквально пару веточек и смотрите, особенно в зимний период. Далее, используйте букетики лаванды, они будут помогать энергии обновляться и притягивать обязательно в ваш дом благополучие и деньги. Также не забывайте хотя бы раз в месяц проводить генеральную уборку на кухне. Не забывайте вымывать все углы, протирать мебель, шкафчики. Когда вы готовите еду, вы должны находиться в чистом помещении и распространять по кухне только положительную энергетику. От этого зависит и ваше спокойствие, и ваше семейное счастье. Также не забывайте чистить энергетику с помощью свечи. Чистку лучше проводите всего в первой половине дня. Ставьте свечу в разные места по кухне и, перенося по круговой стрелке, когда свеча догорит, она должна будет очертить круг по кухне. Если свеча будет где-то искрить, будет где-то трещать, это означает, что ваша кухня напитана негативом, и нужно вам будет сделать еще раз круг еще одной свечой. Когда свеча будет гореть, вы в этот момент делаете уборку обязательно на кухне. И не забывайте проговаривать такие магические слова. Энергетику кухни очищаю, все недоброе из нее убираю. Кухня чистая моя, энергетика в ней светла, и вся моя семья счастлива. Агарок свечи сразу вынесите из дома и выбросьте, не глядя, где она упадет, и скажите обязательно такие слова в тот момент, где агарок свечи упал, я не увидела, когда негатив унес, я не заметила. Также во время уборки пересматривайте всю вашу посуду. Если видите надбитую или с трещиной, сразу не задумываясь, выносите ее на мусор. Даже если это предмет из какой-то дорогой посуды. Такая посуда, кроме негатива, ничего вам не принесет.
Также избавляйтесь и от кухонных полотенец, которые имеют на себе дырки и пятна. Это будет притягивать безденежье в вашу жизнь. И обращаем ваше внимание, что испорченным продуктам не место на вашей кухне. Они будут притягивать только негатив и только засорять ее. Очень часто люди оставляют какие-то крупы на потом, потому что, ну вот, вроде как срок действия прошел, но вроде как смотришь глазами еще в нормальном состоянии. Не стоит никогда такие продукты питания употреблять. Недаром производители ставят конечную дату срока использования или срока действия, потому что это уже заложено на энергетическом плане. И, конечно же, когда вы используете такие продукты уже испорченные, это касается и консервации. Это, друзья, касается также специй. Обращайте на это особое внимание. Особенно лавровый лист. Вы должны понимать и то, что очень часто мы с вами покупаем лавровый лист буквально на какое-то одно блюдо, они постоянно, и вот он 2-3 года у нас лавровый лист это валяется. Так не должно быть на вашей кухне. Обращаем ваше особое внимание. Как вариант, вы можете купить кристалл горного хрусталя и прикрепить его к окну либо в другом каком-то месте. Но очень важно, чтобы солнечные лучи на него попадали. И таким образом он будет распространять положительную энергетику по вашей кухне, умножая ее. Также хорошо повесить на кухне картину, глядя на которую вы будете испытывать положительные эмоции. Это может быть, например, пейзаж с моря, могут быть фрукты или зерна кофе. Все это притянет хорошую энергетику к вам. Каждая вещь в нашем доме, помните о том, что она обладает своей энергетикой и способна ее излучать, этим влияя на вашу энергетику и энергетику дома. Поэтому не стоит, пожалуйста, окружать себя вещами, которые нарушают целостность вашей энергетики и разрушают энергетику не только кухни, но и всего дома. Поэтому очень важно, чтобы вы наоборот окружали себя лишь тем, что украшает вашу жизнь и притягивает положительные энергии в ваш дом. Бывает так, что на кухне используются чашки уже старые, уже с трещинками, которые еще использовали прабабушки и прадедушки. Научитесь это уже не использовать, потому что когда вы пьете, вы знаете, вода несет определенную энергию, вы тем самым привлекаете вот это разрушение в свою жизнь. Да, возьмите как в виде декора, держите эти чашки, но помните о том, что такие чашки, такая посуда, которая имеет трещины, когда вы используете ее в виде декора, старайтесь как можно чаще протирать от пыли. Дело в том, что пыль, грязь, она энергетически очень сильно разрушает все то, что есть вокруг. Когда вы достаточно долго не протираете, не убираете, не вытираете, это все в совокупности несет одно разрушение, негатив. А потом люди задаются вопросом, а почему у меня постоянно какие-то проблемы с деньгами, почему проблемы со здоровьем и так далее, и так далее. И вы знаете, девочки и мальчики, это все неспроста. Помните о том, что кухня – это сакральное место, это то место, которое отвечает за изобилие, за достаток, за благополучие в вашем доме. Смотрите также, чтобы у вас всегда было все чистенько, чтобы всегда все было разложено. Очень часто бывает так, что хозяюшки оставляют пустую кастрюлю, пустые всевозможные приборы, именно пустыми оставляют на столе, на газовой плите или на электрической плите, индукционной плите, у каждого своя. Ни в коем случае не оставляйте. В таком случае, хотя бы накрывайте крышкой. Лучше это все раскладывать, чтобы у вас не было застоя с энергиями. Кроме того, время от времени в шкафчиках также нужно делать влажную уборку, обязательно все открывать, протирать, мыть. Да, это занимает очень много времени иногда, особенно если, например, большая семья или за какой-то большой период времени много чего накопилось, но когда вы перебираете, когда вы пересматриваете, вы тем самым также и делаете ревизию тех или иных вещей. А это, девочки и мальчики, очень важно. Очень часто бывает так, что есть кухонные шкафы, вот эти верхние, да, и никто туда там не убирает. А там за очень большой период времени накапливается не просто грязь, а грязь вперемешку с жиром. И потом очень сложно мыть. И многие думают, ничего страшного, я туда не могу залезть и так далее, у меня там давление
вы должны забывать об этих ограничениях и стараться убирать везде. Вот все потайные места, те места, которые вы не достаете на кухне, вы должны убирать. Как бы вам не было сложно и тяжело. Не забывайте про ваш холодильник. Холодильник, газовая плита, они всегда должны быть чистыми, идеальными. Не получится, но старайтесь, чтобы как можно там было все чище, чтобы все разложено было. Благо сейчас в современном мире очень много всяких боксов есть, коробочек, которых вы можете использовать. И вы знаете, вроде скажут, о, это дополнительные расходы. Да, дополнительные расходы, но таким образом у вас будет порядок, у вас будет чистота, и вы по-другому на все будете смотреть. Девочки и мальчики, в комментариях к этому видео напишите: я привлекаю божественное изобилие в свой дом и в свою жизнь. Истинно да будет так. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.